Hello everyone, my name is Mitchriz. This is going to Blindfolded, be то есть Sekiro, повязка Shadows Die на Twice. глазах. Дословно переводится. Завязанными глазами. From the start of the run to the end of the run, I'm not going to be seeing anything. And if you wonder how that's possible, well, you'll get some explanations from my Аги тоже очень жесткий спидранер в этой игре. Hello. На одном из AGDQ там был рейс, и они оба ранили. I will not hear what he is saying, so it'll pretty much just be you guys and him for the whole run. А меня громче. Я сейчас сделаю. I can just do a little demonstration to make sure you guys see this is a real blindfold. Sorry, I don't have any fancy setup with like my screen behind me. Раз. Я сделал себя погромче. Я надеюсь, нормально меня слышно сейчас. Секиро? Секиро — это имя главного персонажа, которое нам даст один из персонажей в этой игре. А по сути у нас нет имени, но у нас есть никнейм — Волк. Дал приемный отец, который, к сожалению, будет нашим врагом, и мы должны будем его убить, потому что мы проходим на плохую концовку, на Шуру. Это самая короткая концовка, самая плохая. Сейчас про 15 секунд пройдет, я начну время считать, чтобы синхронизировать время. Хотелось бы быть с вами на одной волне. Вот у меня 15, 16, 17, 18, 19, 20. Скажите, насколько я впереди отстаю. In my opinion, you know, the legendary blindfold runner for it. And then I have also done it one time. Остановлю. It took 5 hours to do it, but I did do it one time. And then a third runner in China that goes by, I believe, Just Blind is the translation, is the current world record holder for it. В общем, мы будем передвигаться вот такими вот рывками. Потому что представьте, вот как по клеточкам мы ходим, да, каждый рывок всегда одной дистанции, и тем самым мы сможем считать шаги, и тем самым знать примерно расстояние. Поворот он будет делать на 90 градусов, так как ты точно не сбиваешься с углом. Каждый раз, когда он добегает до какой-то стены, он всегда считает в голове. Он абсолютно ничего, кроме игры, сейчас не слышит. И у него музыка отключена, то есть только звуки игры. Поэтому он не слышит комментатора. Потому что очень важно слушать. Очень часто он будет очень много пробегать, так как у него в голове всегда 10. Легче запомнить одно число, чем для каждого отдельный тайминг. Поэтому может показаться, что он слишком много шагов делает. Но это просто, чтобы лишние числа не запоминать, иначе ты не запомнишь все. По сюжету игры мы должны спасти нашего лорда, то есть Волк, наш главный персонаж. Он является шиноби, то есть это как бы самурай, только ниндзя. Ниндзя, который служит своему лорду. У них и честь, и... Вот, его похитили, лорда, и мы должны его спасти. Нашего лорда зовут Кура, это маленький мальчик. По сюжету игры у него божественный дар, в нем кровь дракона, и он бессмертный. Ничто не может его убить. И по сюжету игры в одном из воспоминаний мы узнаем, что Кура дал нам часть своей крови, тем самым мы тоже стали бессмертными. Поэтому, когда мы погибаем, мы воскрешаемся, так как мы имеем дар дракона. Вот эти вот белые пятна, вот у волка на голове белое пятно, это означает, что он запятнан божественным даром. У каждого, кто имеет подобный дар, будет белые пятна на теле. Вот, тут будет типа босс, такой опциональный, но мы не будем его убивать. Перед предмет, который мы подняли, это пепел. Когда мы кидаем пепел во врага, тем самым мы его станем на небольшое время, и это позволяет нам выиграть чуть-чуть времени. Дальше будет стратегия с монком, который Corrupted Monk.
оскверненный монк. Со оскверненным монком, монахом, тем самым мы сможем застанить его надолго и убить почти что он не будет отвечать. Первые проблемы у него могут возникнуть после 10 минут игры примерно, так как там начнутся битвы, которые мы должны проходить. Сейчас это своего рода туториал. Его нужно защищать для того, чтобы... по сюжету игры, те, кто его похитил, они хотят завладеть этим даром. А чтобы завладеть этим даром, нужно перенести вот этот дар из одного человека в другого. То есть при переносе носитель погибает. Вот. Сейчас мы встретимся с боссом, его зовут Геничиро. Это тот офицер, один лидер вот этого отряда, который пришел в город, чтобы похитить его лорда. То есть они его похитили, и мы сейчас с ним сразились. И по сюжету игры он убивает нас. И отрубает нам руку. Так как он очень сильный. И из-за того, что он нас убил, он забрал нашего напарника, то есть нашего лорда опять. И мы облажались с миссией, у нас ничего не вышло. Вот эта локация, это сейф-локация, где все добрые персонажи, которые по сюжету игры играют ключевую роль. Эмма Медик здесь будет, которая играет ключевую роль. Она будет помогать нам избавляться от проклятия. Скульптор, который фигурки вырезает. В прошлом он был точно таким же, как мы, Шиноби. И его лорд тоже отрезал ему руку. И он подарил нам протез, при помощи которого мы сейчас как Спайдермен цепляемся. Этот протез на самом деле принадлежал ему, но очень-очень поздно мы узнаем, почему он ему принадлежал. То есть по сюжету игры он просто для нас сделал протез, и как бы мы не знаем, для чего он нам помогает. А на самом деле он соотносит свою жизнь с нашей, с жизнью волка, так как скульптор не смог преодолеть потерю своей руки, потому что он не смог сражаться больше. Он сдался. И в волке он увидел желание бороться, спасти своего лорда, поэтому он отдал ему руку. Ну как спойлер, мы не столкнемся с этим в игре, а по сути, сейчас бы это было бы важно. Потому что это не узнать нигде. Это вообще в этих воспоминаниях узнается. Воспоминания — это опциональные локации. Вот, сейчас мы подошли вот к тому месту до телепорта. Там был босс, позже мы к нему вернемся. Вот каждый раз, когда он поворачивается, он делает удар мечом. Это шаг короче, чем рывок. Если нам нужен короткий шаг, мы будем делать вот удар мечом. Сейчас мы вернулись к скульптору, чтобы получить первый апгрейд для протеза. В этой игре можно находить детали, и они позволяют нам получить какой-то апгрейд для протеза. Вот сейчас мы шурикен получили. Мы можем стрелять шурикенами из протеза. Нам не нужен этот мод. Мы его просто взяли для того, чтобы получить позже дерево скиллов. Там, когда мы получаем 3 любых протеза, ну, улучшения, мы получаем дерево скиллов для протезов. Поэтому нам нужен 1. Второй будет конфетти. Ну, это фейерверк. Фейерверк, точнее, не конфетти. Мы его будем активно использовать. А третий, Сабимару, это меч. Тоже апгрейд протеза. Тоже, по сути, не будем использовать. Сейчас мы подняли зеленое семечко. Это боб-баф, который дает на 1 минуту невидимость. И скоро вы увидите, что как это работает. Нам нужно будет обязательно его использовать. Сейчас будет первый босс, обязательный, то есть по игре мы не можем его обойти. В Any Percent мы скипаем полностью этого босса при помощи не очень простого скипа. Jump Delay называется скип. Но мы не сможем его сделать слепую, поэтому мы посмотрим на сражение с боссом. Он сохраняется, чтобы, если он погибнет, он начнет здесь, и он знает, как можно до него добраться.
Но проблема в том, что у него один заряд невидимости, так как семечко одно. Сахарок, зеленый сахарок. Будет красный сахарок, который дает баф на усиление урона. И супер красный сахарок. Это усилки на урон мы чаще будем использовать, чем невидимость. Вот. И когда мы используем невидимость, абсолютно никто нас не видит и не слышит. Только если мы прям вообще в упор подойдем. И для этого нам нужна невидимость для того, чтобы сделать первый Fatal Blow. Fatal Blow — это захват, который мы делаем сзади, и это смертельный урон, грубо говоря. В этой игре, в отличие от Dark Souls, чтобы победить врага, нужно нанести определенное количество смертельных ударов. Выше полоски ХП вы видите красный шарик. Вот. Один шарик, он уже пропал. Это потому, что мы сделали один смертельный удар. Из-за того, что он нас видит, мы не можем сразу ему сделать смертельный удар, поэтому мы должны выбить ему ХП. Здесь достаточно по слуху определять, то есть мы делаем примерно 2 удара, если он рычит, мы делаем уворот. Если он не рычит, мы можем сделать еще удары. Ну, в общем, 2 удара, уворот, 2 удара, уворот. Примерно такая стратегия. И мы получили первую пассивку, то есть эта пассивка позволяет нам восстанавливать больше ХП, когда мы лечимся при помощи алкоголя. Ну, японский напиток такой крепкий. Не знаю, правильно ли назвать его алкоголем, но в общем. Вот так вот. Вот, сейчас мы победили босса, и он заресетил свою позицию, потому что когда он кружился, он не знает, в каком направлении идти. Поэтому он начал с костра, чтобы четко знать направление, в котором двигаться. Примерно так часто он будет делать, чтобы ресетать свою позицию. Иначе это просто невозможно сделать. Вот, вы можете видеть, как на старых компьютерах, знаете, когда вот алгоритм прописываешь, типа повернуть налево через столько-то шагов, там, пройти вперед. Если у вас были старые компьютеры с такими древними алгоритмами, вот примерно так мы будем двигаться. And obviously, I mean, you would think ideally you just want a lot of heals, but it's really mostly just to pull off one specific strategy later, which you'll see is just super genius. Вот тут нам нужно быстро пробежать, поэтому нужно быть аккуратным. Он не туда пошел, потому что он чуть-чуть должен повернуть направо, чтобы он проскользил сквозь стены. Вот, первая смерть. И можно поговорить о проблемах смертей в этой игре. В Sekiro, когда мы умираем, есть возможность получить проклятие, то есть мир Sekiro устроен так, что вот дар, который в человеке, у кого течет кровь дракона, когда он умирает, он забирает часть души у кого-то из этого мира, часть жизни. И есть так называемая болезнь, называется Dragon Rot. Она начинает распространяться после смерти человека, у которого течет кровь дракона. Каждый раз, когда мы умираем, есть шанс, что кто-то в мире получит проклятие. И если кто-то получает проклятие, мы телепортируемся в самое начало, где скульптор. И нам нужно будет заново переходить через костры. Нам нужно, чтобы нас не телепортнуло туда. Также, когда мы умираем, есть шанс получить помощь. Это что-то типа дополнительного шанса, то есть когда мы умираем, мы теряем полностью половину опыта и полностью половину денег. И у нас есть 30%, что мы не потеряем. Ни деньги, ни опыт. Это 30%. Сейчас это не критично, потому что мы боссов не убивали, но когда мы будем убивать боссов, нам будет давать очень много опыта, и нам нельзя умирать. Там нужно прокачать определенное количество скиллов. Если долго не смотреть на раннера и смотреть на игру, можно подумать, что он нормально играет. Но на самом деле можно, ну, короче, привыкаешь к тому, что он как будто не вступил играет. Вот сейчас мы подходим к секции, где живет змея. Змея в мире Sekiro является божеством, которое поклоняется определенная группа людей. Позже мы столкнемся с некоторыми из них. Эта змея, по идее, по сюжету нас преследует просто потому, что мы зашли в ее логово. В игре 4 концовки, и если мы хотим получить самую лучшую, нам нужно
победить две змеи. На самом деле их две. So, while I catch my breath for a second here, and he does that, if we have a donation, that'd be great. Oh, I got a bunch of them. Awesome. Let's start with Lorik here with $250. Sekiro Blindfolded? Он сейчас слышит, сейчас он зарычит, и он пойдет. I've also got $50 here from David Martinet. У него камера, возможно, неправильно повернута. Но я не уверен. Возможно, он где-то запнулся, потому что эта секция быстрее должна проходить. Он прислушивается к определенному рычанию, то есть звук рычания, он разный. Понимаете, вот насколько вот он вслушивается. Нужен определенный звук. Посмотрим, правильно ли он услышал. Нет, правильно камера стоит у него. Вот сейчас он до 10 считает, поэтому это выглядит, как будто он делает лишние шаги. Но тут везде 10. Нам нужно залезть в ту будку, в маленькую, и ударить в глаз змею, чтобы пройти сейвово. Иначе мы дальше не пройдем. And then this snake here is going to peer in, and this snake will actually wait as long as you take to press the button, so that you don't even need to time that really. That's very, very nice. The snake's going to wiggle around for a while. По поводу того, вот, что нечем заняться, ну вот подумать про спорт можно также точно. Вот люди, например, метание копья. Вот люди кидают копья. По сути, люди просто кидают копье. Или метание молота. Это то же самое, это спорт. Можно на это посмотреть с разной стороны. Что там еще люди делают такого? Есть вот турнир, называется камень, ножницы, бумага. Это звучит смешно, но есть такие турниры, где люди играют на камень, ножницы, бумага. Абсолютно любую вещь можно довести до компетитив. Сейчас мы подходим к боссу, к первому долгому боссу. Я не совсем понимаю, как он ориентируется на слух здесь, потому что у босса достаточно хаотичный паттерн поведения. Но, возможно, он просто заучил все удары. По сути, когда на тебя босс чаржится, ты блокируешь все удары. Когда он возле тебя, он по звуку определяет каждый удар, который он делает. Здесь нам нужно собрать несколько предметов, которые мы будем использовать. Это аква и деньги. Деньги являются как души в Dark Souls, которые мы не можем потерять. То есть они у нас будут всегда в кармане, пока мы не используем сумку. He's doing something. And then he'll come back and defeat the boss. Oh, okay, he's just going back to the temple to warp here. Okay. Он вернулся назад. That makes sense. So, if you homeward idle back to an idle compared to warping back to an idle, it's actually like slightly different positions, I think. Okay, where is he going? Mitch. Я тоже не понимаю, куда он идет. Так же, как и комментатор. Oh, I remember. Okay, so he's gonna kill Потому another mini boss что real quick, раут actually. другой. I think. And also pick up the prosthetic Я смотрел два firecrackers, which will be раута, useful for и Yoru. он не делал такие вещи. Посмотрим, что он будет сейчас делать. Комментатор сказал, что он хочет победить какого-то мини-босса, который в рауте не находился. Так, он стоит, ждет тайминг. Торговец, он продал сумку и купил фейерверк. Это второй апгрейд для протеза. Мы будем очень активно использовать фейерверк для того, чтобы застанить врага. Он точно так же работает, как и пепел. Каждое использование нашего протеза тратит у нас эмблемы, такие спиритические. В правом нижнем углу вы можете видеть число 15. Каждый вот протез определенное количество тратит. Количество максимальное у нас сейчас 15, но мы потом при помощи пассивных способностей, когда мы будем улучшать персонажа, можно увеличить больше будет.
So this game is full of nice little checkpoints for blindfolded play like that. Да, здесь он будет сражаться с быком. There you go. He picks up these shinobi В 20% его можно скипнуть. Ну, причина, почему он сражается, не только из-за того, что его не скипнут, также там бусы за него дают. Он получил баф, ну, апгрейд на фейерверк. Очень полезная способность. Против многих боссов будет нас выручать. В обычном рауте он после быка покупал, то есть он побеждал босса, вот, ну, всадника, потом быка и потом покупал уже фейерверк. Тут он решил взять фейерверк до 2 боссов. Вот мы идем на поле брани, Тут будет всадник. Они когда ранили, ну, на другом ГТК, вот Mitchriz был, там они ранили на испанском вроде или на итальянском языке, и вот он фразу смешную говорит на испанском или на итальянском. Вот эту фразу. Вот. Первый раз, когда он подходит, у нас есть возможность его побить, так как он это понтуется. Вот. Вот сколько мы можем урона нанести. Сейчас он будет чариться. Вот, а тут я не совсем понимаю, как он определяет, какие удары враг делает. Но когда он отчарится, мы делаем блок. Посредине экрана сверху вы можете видеть полоску оранжевую. Она называется стойка. То есть у каждого врага есть состояние стойки, и когда мы ее пробиваем, то есть полностью она накапливается, мы можем сделать смертельный удар, несмотря на количество хп у врага. Вот, и когда новая фаза начинается, стойка восстанавливается до нуля, и то есть нам нужно заново набирать. Он автоприцеливание сбросил. Случайно. Он использует фейерверк, один раз использовал. Возможно, это его новая страта, поэтому он фейерверк, конечно, взял. Чем меньше здоровья у врага, тем медленнее восстанавливается стойка. То есть стойка, она имеет возможность восстанавливаться натуральным путем. Но чем меньше хп, тем она медленнее восстанавливается. Точно так же это работает и на нас, ну, на главном персонаже. Вот у нас стойка снизу. Из-за того, что у нас меньше половины хп, у нас стойка очень медленно восстанавливается. Когда он нам пробьет блок, нас застанет. И вот это первый босс, такой серьезный, с которым нам нужно сражаться. И он же обязательный босс. Сейчас мы будем делать мини-квест, обязательно. Он нам нужен. Так как нам дадут дерево скиллов. Очень полезный навык в этом дереве находится. Суть квеста такова, что мы должны будем убить маленькую крысу-ассасина. Это такой человечек маленький, с большой шляпой. По сюжету игры вот этот клан Ашина, против которого мы сейчас сражаемся, они проводили испытания над детьми, ну, над многими людьми при помощи воды. То есть получить бессмертие может 2 способами. Это выпить из реки воды, просто вот, попил воды из реки и все, потому что она проклята при помощи... В общем, там долгая история, потом расскажу. Вот. Второй способ — это получить кровь нашего лорда, вот, которому мы служим, потому что у него божественная кровь. И стать таким же точно, как Секиро. Но есть побочный эффект у воды. Мы становимся бессмертными только когда мы умираем. А когда мы умираем, мы теряем полностью человечность.
Соответственно, эти дети, на которых проводили опыты при помощи воды, они после смерти стали вот такими вот уродцами. Вы увидите, как они выглядят. Их тренировали как ассасинов, потом они попили воды и остались навечно уродцами. Вот, мы сейчас идем убивать крысюка, но квест возьмем позже. И по сути, если мы не телепортируемся к костру, ну то есть локацию не перегружаем, квест считается, что мы его выполнили. Потому что враг он не ресетается. Вот это определенная крыса, которую нам нужно убить, хотя спереди еще стоят. То есть, по сути, он по сюжету рассказывает нам, кого нам нужно конкретно убить. У него шляпа по-другому выглядит. Нам нужно его найти просто по описанию шляпы. Ну, раны знают, кого конкретно. Сейчас мы идем к быку. Безумный босс. Безумный, потому что быстрый. You'll notice that he's just kind of walking against ledges there and not falling off. A nice thing about this game is that a lot of the ledges have invisible walls that prevent you from walking off unless you're sprinting. So as long as he's not sprinting, he can kind of just coast along the edges of things to kind of navigate around. It doesn't apply to every ledge. Просто сделать сетап для того, чтобы пройти ровно. Им нужно будет садиться с несколькими людьми. По крайней мере, он должен это сделать. So he knows if he does 5 slashes, he'll move an X amount of distance, and then he'll be able to move on to the next part. Hey Aggie, just so you know, if you need to rest your voice, я не совсем понимаю, куда он идет. I got you covered on Dono, so you just call me in when you need me, okay? А, да, все правильно, к быку он идет. Здесь сейчас будет 2 человека. На первом он должен приземлиться, убить его при помощи смертельного удара. И типа... Вот. У него получилось, но бывает такая ситуация, что правый враг, второй, он чуть-чуть направо отходит, и у нас не срабатывает автоприцеливание, потому что он не перед нами стоит. Если прицеливание не сработает, он продолжит спамить атаку, так как он думает, что сработало прицеливание. И он не будет попадать, и нас просто в спину убьет враг. Из-за того, что вот он ошибся после убийства второго солдата. По идее, когда он убивает второго, он должен уже знать, куда смотрит. И, видимо, что-то пошло не так, потому что он не в ту сторону смотрел. Возможно, он не ту кнопку нажал. Ну, типа, ему камеру развернуть надо было. Сейчас он будет повторяться заново. Все, что вот... Вплоть до убийства. Пройти весь маршрут. На самом деле это легко, то, что он делает. Особенно, когда ты это всю жизнь делаешь. А вы попробуйте, и вы увидите, что это несложно. Здесь на самом деле рандома нет. Здесь ты абсолютно все заучиваешь. То есть, если ты можешь заучить, и проблема только в тебе, то все, значит, ты не готов для этого. Если бы здесь фактор рандома участвовал, тогда да, ран бы был сложный. Ну окей, тут есть рандом в некоторых местах. Ладно, много где есть. Но я так преувеличил, то что легко. На самом деле нет. Люди иногда или непредсказуемо себя ведут, потому что они иногда сразу бьют, а иногда начинают двигаться, а иногда стоят, смотрят. Это нельзя предугадать. So the bull, he's a bull, so he's just gonna kind of rampage around. Mitch has a setup сейчас, когда побежит на нас бык, нам нужно будет подпрыгнуть, так как это тайминг. Он по прыжку определит, когда ему нужно делать блок. Иначе он не сможет затаймить. По крайней мере, я понял это так. Сейчас, когда побежит бык, он должен будет подпрыгнуть, и вот этот прыжок даст ему тайминг, когда определить блок. Вот он сделал баф. Баф дает 12% урона. 12,5. Вот он подпрыгивает.
И он точно знает, когда нужно ставить блок. По сути, здесь четкий сетап, так как он просто... Нет. В общем, он должен был заблокировать. Вот после того, как он встает на дыбы, ты его бьешь, ты блокируешь этот удар и танчишь, и убиваешь его просто. А то, что сейчас идет, это импровизация, потому что это не сетап уже. Когда мы выходим за рамки сетапа, то есть за рамки того, что у нас пора вот идет, начинается импровизация, и это сложно, потому что вслепую импровизировать сложно, так как это не заготовлено. Конечно, он предусматривал подобные вот бэк-страты, но сложнее, потому что начало, оно абсолютно стандартное. Когда вот он на дебыф встает, он опускается, а потом уже рандом, то, что он делает бэк. Просто если он даже хоть одну кнопку нажмет не так, как вот у него по рауту идет, все, там все идет не так. Там формула, как вот рецепт, как по химии. Вот ты ингредиент там чуть-чуть не так добавил, не столько, все, у тебя не та формула или там ты запорол. Здесь примерно то же самое. Ну, по крайней мере, когда он погибает, он ни разу не получил проклятие. Ну, не он, а... В общем, не получил. И у нас есть возможность еще воскрешаться. Особенность в этой игре. Вот опять он позицию изменил. Повернулся не так. Волнуется он. Потому что подобные вещи могут за оверстимейт тебя вытащить. Это только начало рана. Это, по идее, не самая сложная вещь. То, что он вот решился это сделать, это супер жестко. Это сложно. Запомнить двухчасовой ран. Абсолютно, это сложно. Там разброс очень сильный, может быть, аж в час с ошибками. И если он себя в руки не возьмет, возможно, им сложно будет. Ну, хотя он спидранер, у него должна вообще это стойкость быть к эмоциям. Я потому что когда волнуюсь, мне все из рук не попадает сразу. Спидранеров вроде нет такого. Я надеюсь. То есть он должен прыгнуть на первого, сразу переключить прицел и сразу сделать, ну, начать спамить по второму. То есть, по сути, ты спамишь и захват. Все. И ты стоишь в правильном направлении. Вот. Это так должно быть. Вот по поводу БК, он использовал заряд АК один. Если у него бэкап, я не уверен. Сейчас посмотрим. Потому что без АК его сложно победить. Там импровизация нужна. У него есть АК. Это БК-пака. Будем надеяться, что у него получится, иначе остановить файт только с импровизацией. О, очень плохо. Он не затаймил блок. Вот почему нужно блокировать первый удар. Не позволить ему затяжить. Сейчас начинаются полные проблемы. Это фиаско, это фиаско. Вот, вы можете наблюдать Unseen 8. Это невидимая помощь, грубо говоря, переводится так. Подобная штука срабатывает с 10% шансом, она позволяет нам сохранить опыт и деньги, которые мы потеряли. Ну, у нас, по сути, ничего и нет, там мелочь, так как мы погибли уже много раз. Вот сейчас он на дико дизморале, так как у него нет ака.
И ему придется сражаться без усиленного бафа. И быстро не получится зарашить БК теперь. Ну... Скорее всего, он планировал, что такой исход может быть. Так, первого схватил. He's broken the brazier and he's doing the wall hug again. Все молчат, комментатор тоже мало говорит. Fingers crossed for him, man. Fingers crossed for him. Он понимает, что это проблема. Это проблема, что сейчас идет. Oh, we believe he's got this. He's got it. Вот, он сделает 2 удара, подпрыгнет, сделает блок. Потом развернется, будет его бить, пока бык стоит на дебах, на задних лапах. А потом я уже не знаю, что нужно сделать, потому что дальше уже импровизация. По сути, да, если ты первый блок не делаешь, у тебя нет шансов. Он не позволяет встать и тебя убивать сразу. Да, первый блок очень важен. Нет шансов. Его World Record в Blindfolded ранее час 52, если я не ошибаюсь. Час, ну, короче, не больше 2 часов. Я минуты конкретно не помню, 50 с чем-то. Вот, соответственно, у него запас вот 45 минут. Но это прям вообще хорошо у него все было. Вот почему этого быка скипают. Его очень легко скипнуть, используя делает джамп. Ну, возможно, мы будем наблюдать 1,5 часа этой стратегии сейчас. Будет необычный опыт. Но я надеюсь, что у него удастся победить быка. Ему нужно спарировать, потому что когда мы парируем, ну, вот этот заряд стойки, он ломает стойку, короче. Позволяет нам чуть-чуть быстрее застанить босса. Наша цель именно стойку сломать боссу, а не выбить ему все хп. Хп дольше убивать. Поэтому нужно парировать. Я не уверен по поводу вообще блока. Это как бы скилл такой, что вот он бежит. Можно ли его обычным блоком спарировать? Ну, не спарировать, в смысле блок поставить. Head to theyeti.com and grab your event merch and we'll make it happen. Let's go! К сожалению, он не может скипнуть этого босса слепую, потому что это сложно сделать. Там нужно делать делать джамп. Ну ладно, я расскажу, что такое делает джамп. Мы его не увидим, но просто расскажу. Делает джамп — это прыжок с задержкой, дословно. То есть в этой игре, когда мы спускаемся с карниза, есть возможность чуть позже прыгнуть. То есть мы, грубо говоря, прыгаем в воздухе. То есть мы спрыгиваем с карниза, и мы еще не спрыгнули, мы еще на поверхности. И получается, это выглядит, как будто мы с воздуха прыгаем. И тем самым чуть дальше проходим. И здесь нужно сделать этот прыжок, чтобы скипнуть этого быка. И я уверен, что он не тренировал, и это сложно сделать. Ладно, он заблокировал. Вот он встал на задние лапы, мы его побить можем. And from this point, he's just kind of playing it blindly. Just kind of adapting as it goes. The bull has very bad audio cues because he's just running around like a maniac. Да, сложно определить по слуху, что же он делает сейчас, босс. О, нет, он чарджится, это очень плохо. Ты не знаешь тайминг, когда парировать, ты только блокировать можешь. А это ничего не дает. Может быть, он воскреснет?
Он ждал, когда бык подойдет ближе, чтобы не под чардж воскреснуть. У него есть фейерверк. Oh, he might have triggered it there. He does. Okay, he just needs to hit a wall, and he's going to have a death blow available if Mitch can find it. He just has to spam, and he gets it. И вот у него получилось. There we go. The blazing bolt down. By far the most troublesome mini boss. Комментатор рассказал про стратегию, что когда бык врезается в стену, если ты стоишь рядом со стеной, ты можешь типа застанить его. И вот сейчас это произошло. Я не видел, как это работает. Ну вообще. И ему просто повезло, что он оказался возле стены. У него повязка на глазах, он сейчас полностью будет проходить игру вслепую. На самую плохую концовку, потому что она короче. Нет, Distortion вряд ли будет Blindfolded ранить. Это... Ну, я думаю, он такой не будет ранить вообще. Blindfolded это же особое такое вот, нужно как-то желание, то есть, если люди Blindfolded вообще не ранят, они никогда ранить не будут Blindfolded, ну, вслепую. Вот сейчас мы вернулись к боссу, который даст нам хорошую награду. Нам нужно сделать один смертельный удар, так как он не видит нас. Мы используем фейерверк, чтобы выиграть время, и по сути просто спамим. У него есть воскрешение, он его будет использовать, скорее всего, так как у него стойка максимальная, ну, почти сломана. Mitch getting a grab attack, which again is not parryable. That's just unlucky, so he's just gonna quit out and reset his position, and then probably warp back to get the heal again, and then just. Сейчас он перезайдет в игру, ну как не в игру, а как-то. Не знаю, сказать, короче. Позицию заресетнить таким образом. Он хочет заново подраться. Ну, мы могли использовать фигурку, чтобы телепортироваться, но там анимация, и его бы убили, скорее всего. Нам нужно обязательно победить этого босса. Он как бы опциональный, но нам нужны с него бусы. And I'm just here to mainly give him a bit of a break and talk a little bit about. I'll be a peanut gallery talking about how we're getting through this. С него бусы дадут Сабимару. Ну, это третий апгрейд, который нам нужен. Для того, чтобы мы получили дерево скиллов новое. По идее, мы спамим удар и используем фейерверк, когда мы слышим красную атаку. Красную атаку невозможно заблокировать. Ну, в этой игре существует 3 типа атак, в отличие от Dark Souls. В отличие от Dark Souls, это обычная атака, то есть мы можем ее блокировать, парировать. Атака, такая красная атака, как проникающая, то есть тычок такой. Мы можем заблокировать этот удар при помощи определенного скилла, либо, ну в общем, можно заблокировать при помощи определенного скилла. И свайп-атака, то есть такая вот размашистая. Эту атаку мы не можем заблокировать. Чтобы ее заблочить, нужно подпрыгнуть. Вот, и когда он использует красную атаку, мы используем фейерверк. Да, я не прав. Сабимару дальше будет. Вот он взял семя. По игре нам нужно будет собрать 3 или 4 семени, чтобы лечение, ну, фляжку запать. Ему нужна будет фляжка, потому что там будут секции, где он будет лечиться. Сейчас будет смешно, кстати. Я всегда ржал от этого. Я никогда не мог понять, почему они так вот делают. Они летят, короче, и кричат. Мы сейчас идем в секцию опциональную, по идее. Здесь нужно будет собрать лут.
Запороть ран невозможно, он будет играть до конца. Он просто будет играть больше, чем указано по времени, ну и потом ему стыдно будет. А так он будет играть до конца. Ну, конечно, если там совсем долго не будет, прям совсем долго. Да, 45 минут в запасе примерно у него. Вот сейчас мы в замке Ашина, это самый главный замок лорда, то есть лорд этих земель, который хочет получить бессмертие, точнее не лорд, а его сын хочет получить бессмертие. Это вот его замок, его земли. Причина, по которой его сын хочет завладеть бессмертием, это Драгонрод, болезнь, которая поражает всех сейчас, и люди просто умирают или превращаются в живые трупы. Чтобы остановить эту штуку, он хочет, чтобы все люди были бессмертны. Потому что они будут оставаться людьми, но бессмертными. Сейчас мы чуть-чуть ждем, чтобы открыть дверь. Когда мы во время анимации, мы не можем получить урон. Just had to stay up and see how is even possible to finish the game blindfolded. Good luck to the runner and thank you to the GDQ team for another great event. There's also a $250 anonymous. В здании мы должны будем в этом найти Сабимару. Это третий апгрейд. 7 будет бусы, деньги, лут, короче, который пригодится. И здесь будет босс, на котором вы сможете увидеть, как работает один из скиллов. Новый. Первый скилл, который мы будем использовать. Ичимонджи называется. Очень выгодный скилл. По поводу необычного интересного рана я также считаю, один из... Мне еще понравился Kingdom Hearts, потому что там рандомайзер рейс был. Ну, там была ночь, поэтому я не думаю, что кто-то вообще видел его, кроме меня. Вот, и это вот тоже интересный ран, потому что очень необычно. Собираем семечко невидимости, будет еще одно место, где мы будем его использовать. Сейчас будет секция, где нужно будет убить самурая и выжить, так как там будет еще один самурай, и он весьма рандомный. Иногда он может задилеить атаку и ударить нас тогда, когда мы этого не ожидаем. То есть, по идее, мы должны сделать смертельный удар и потом просто вслепую дойти до определенного места. Вот, и все зависит от второго самурая. Вот. У него получилось. Самурай не смог его закоцать. Если он вас ударит, скорее всего, там он собьется с пути. Сейчас будет босс. Сейчас он улучшит способность Ичимонджи. Очень выгодный скилл. Когда мы ударяем этим скиллом Ичимонджи, мы наносим очень большой урон стойки, очень большой. И наша стойка, она восстанавливается. То есть мы можем заблокировать удар. То есть мы получим урон по стойке, потому что мы в блоке получили урон. И наносим вот этот удар. И у нас стойка до нуля сбрасывается. Получается, мы можем вот так вот обузить. То есть делать блок, удар, и в итоге у врага копится стойка. Ну, брейк. У нас нет. Очень выгодная тактика. Ну, он должен был сражаться с боссом, но то, что он делает, я не видел. And spoiler alert, it was mostly Mitch's ideas that were better than mine. But I do have a few moments in here that I can claim credit for, so. Да, ему нужно изучить Ашина. Документы, ну, текст древний. У него есть 3 этих протеза. По сути, ему нужно к скульптору вернуться. Но то, что он делает, я не знаю. У него не было этого в рауте. Возможно, он пошел за Ака, потому что он его потратил. I gotta tell you, man, I'd feel pretty upset if I was one of these grunts
And my best aspect of this run is that По поводу I allow you to Папича, get a setup я to недавно get into the position пересматривал you want. видос, You know where you где он are в Dark because Souls of my сражался с carcass. этими. It's great. That's right, yeah. Там He's doing his такие part. чуваки высокие, We saw с Mitch picking up двуручными the, этими, the ну, key в back двух, there, у них allowing мечи him в двух to руках. get into И он там с ними this сражался, их house. там 3 одновременно. That's right. And in this И он там house умирал is the постоянно. spear prosthetic tool and a little bit more money. He's not Смешной going to use момент. the spear, but again, he needs to get 3 total prosthetic tools to unlock a prosthetic skill book, which does have some skills that are useful for him to grab later in the run. Я так понимаю, он не будет брать Сабимару? So he's acquired that. He's going back to the idol once again, and then he's going to dive into abandoned dungeon, I Вот think. сейчас он Or no, he might ну, be killing улучшит Lone 3 Shadow, протеза, actually, и ему before дадут... Ashen Elite. Ну, скульптор даст The ему routing for this changes surprisingly often, so I способность. apologize if I don't exactly remember the Новое word. дерево для него откроет. Okay, that's 2 of us in this call. That's great. И там вот будет скилл. Game and shout. You don't have the И rat on Чимонджи. you, do you? Do you know? Do you know? Oh yeah, no, I've got it. Right. Hold on, it's in my other prize Он queue. использует невидимость. Another usage of the Gashin sugar. Again, just making it. Again, this is part of the Metal Gear Solid block chat. Комментатор говорит про блок Metal Gear Solid. Ну, не про блок, а Yeah, про so игру. he is going into abandoned Потому что dungeon тут here, тоже so the стелс machine there сейчас is идет. going to allow Мы us to использовали pass невидимость, these чтобы group of dogs. полностью on the пройти other эту side of the state секцию, here. They не get поднимая very, very тревогу. annoying if they actually do aggro to you. But with the enhanced Потому stealth, что they'll be able to sneak достаточно outside. медленно проходить надо, тут нереально пройти медленно. Yeah, Aggie, being someone who has completed this challenge yourself, is there what was like the worst enemy in the game? Was it the dogs? Was it some sort of specific other type of enemy? Valen Isolation, там скип с дверью, с толстой, это нечто. Я Багбасу посмотрел, он ранил эту игру. Но он говорит, что если этот скип не сделать, то вообще нет смысла ранить. А весь ран сводится вот к тому, чтобы скипнуть вот эту дверь толстую. А она вообще рандомно скипается. Ну там, сложно сделать. И этот скип почти в конце игры. Мне кажется, ран Alien Isolation очень сложный из-за этого скипа. Мы пришли... Тут будет торговец сейчас, и мы тут деньги сейчас соберем. Нам нужно будет много денег для того, чтобы купить всякие тринки, ну не тринки, расходники. Looks like he's selling a few more of those coin purses. Yep, so he's getting rid of his cash here, and he's gonna buy some pellets. He's gonna buy some contact medicine, and I Сейчас он купил противоядие, ну, оно как бы тебе дает, отравляет тебя, но полностью игнорирует остальные источники при получении яда. Ну, по идее, нам не нужно эффект вот этот иммунитета к яду. Мы будем использовать яд для того, чтобы скипнуть одну секцию. Когда мы к ней придем, я объясню, как это работает. Там нужно будет погибнуть в воздухе. Обязательно. Он изменил раут, поэтому... Сейчас он идет выполнять квест у Тенгу, у чувака в маске такой, со смешной маской. И он ему даст письмена, которые позволяют скиллы использовать. Новое дерево скиллов откроет. And thank you again for bailing out me and my ridiculous cough. I literally Он последовательность изменил. Он в рауте, который хороший у него, он сначала вот это все делал, то есть покупал, ну, выполнял квест, потом брал себе Мару, улучшался и потом шел на босса, на опционального. Здесь он чуть-чуть ввести в порядок. But for taking out one of these little enemies in the hats, he gives you the best arts in the entire game. All the good stuff is here. All the stuff that's going to deal a lot of damage to the enemy's posture. You take less on your posture. I forget what the other really good things on it are. Yeah, so he gives you the Ashen skill book, which has a couple
Там будет Чимонджи, вроде бы в этом дереве скиллов, или в тех, которые после 3 протезов, я уже точно не помню. Секиро это не дополнение, для DS это отдельная игра. Ну, тут вселенная другая. Кстати, вот, ладно, пока мы идем, расскажу. Вот на этой локации, где мы с всадником дрались, здесь есть супер секретный босс, супер сложный. Это Hatred Spirit, ну, дух ненависти. Это скульптор, который обернется в этого духа, если мы спровоцируем его. Скульптор — это человек, который нам помогает. В самом начале такой. Куклы вырезает. Если мы там выполним цепочку определенную, последовательно, мы спровоцируем его, он вспомнит прошлое и превратится в Шуру. То есть Шура пробудительная. Шура — это такой древний бог, который захватывает слабых, то есть тех, кто жаждет крови или там... Ну, в общем, не совсем, я точно уверен. Вот. Что произойдет и с нами в конце игры, потому что мы предадим нашего лорда. Также произойдет и со скульптором, когда мы вспомним про его прошлое. Скульптор сбежал от своего прошлого, он не захотел служить своему лорду, он сдался. И когда мы ему напомним об этом всем, он злоба его окутает, и Шура возьмет верх над ним. Шура, вроде на первый слог ударения, если по-английски. Мы купили семечко. Возле Тенгу там магазин был. За 1000. Обязательно. Да, он не будет, кажется, убивать того босса, про которого я говорил в здании. Вот. И, возможно, сейчас будет стратегия детенглинг, мертвое углование. Ну, короче, не знаю, как это перевести можно. Детенглинг, короче, называется. Суть такова, что когда мы сажаемся с боссом, который может блокировать наши удары, да с любым, не обязательно с боссом, если мы бьем на 45 градусов, смотря на этого соперника. Если мы бьем с отклонением 45 градусов, мы попадаем, получается, боковыми ударами по нему. И вот эти боковые удары боссы не блокируют. Это называется, типа, мертвый угол. По-русски, если. В Dark Souls есть подобная механика. Мы будем убивать нескольких боссов в такой стратегии. Они абсолютно не могут блокировать. Его сбили позицию, он сейчас не туда бежит. Да, он проходит слепую, у него повязка на глазах, абсолютно ничего не видит. Он будет проходить всю игру. На плохую концовку будет проходить на Шуру, так как она короче, она проще. Отклонение от этой концовки к другим очень большое, то есть, чтобы получить следующую концовку, очень много нужно сделать по сравнению с Шурой. Ну, Dead Anglin это типа... Dead это типа мертвый, а Anglin это типа углование, угол, Angle. Anglin, инговое окончание. Страта так называется. Придумали ее так называть. По-русски нет интерпретации, просто понять надо. Как на права сдавать, как переключать передачи на машине, просто понять. Как работает коробка передач, как переключать. Как меня отец учил на машине. Просто чувствовать надо. Вот мне интересно, будет ли он убивать призрака? Ну, тень, там ниндзя будет, которая охотится за нами. По идее, он
обязательный босс, он у нас на пути будет стоять. Пока что он просто ходит и собирает очки, чтобы себя забафать. Awesome run. All the best to GDQ for the final few hours. Let's hit that 3 million. And we are flying, y'all. We are at 2,446,000. Quick update. Мертвый угол, да. А мертвый угол, потому что с той стороны нельзя блокировать. Сейчас он идет активировать костерчик. Окей. Не костер, мы же не Dark Souls, да? Идола. Мы активируем идола. Потому что в этой локации находится внутренний храм Inner Sanctuary, святыня, внутренняя святыня, в которой находится божественное дитя, девочка. Мы сейчас не можем к ней попасть, пока мы не победим одного из важных боссов. Unironically, like 17 of these monks right here. That is such a beautiful trail. Так, он, наверное, за предметом здесь? Нет? Нет, не за предметом. Yeah, it's super convenient. And coming in, this room is surprisingly troubling because вот сейчас тараканы будут. Кто не любит тараканов, отворачивайтесь или закрывайте глаза. Я скажу, когда секта закончится. So Mitch is gonna do his best to avoid them. He's probably gonna do a few slashes to see if he can get any in his way. Yeah, just trying to clear out the path as best he can. Он просто их убивает, потому что они могут помешать. Ты можешь в них врезаться, они тебя могут ударить. Здесь позже будет находиться Кура. Кура — это персонаж, наш лорд. После того, как мы победим Генечира. То есть сейчас Кура находится в плену у сына правителя этих земель. Когда мы победим, Кура будет здесь. Now, the next mini boss that would be on this trail would be Roberto's father coming up here pretty soon. That's right, the armored. Я когда, короче, жил в другом городе, на севере я жил. Сейчас я живу не на севере. В Якутии жил я. Сейчас я в Екатеринбурге жил. Короче, далеко. Там, короче, морозы капец вообще, и там тараканы в квартире. Это вообще стандарт. Ну, не знаю, наверное, неприятно будет слышать. Да я, блин, ладно, не буду говорить. Там просто рофильная история. Вот, мы активировали скульптуру. Просто fast travel. Позже мы будем ее использовать активно. Точнее, отправная точка. Вот слишком сильно поменял раут. Он сейчас делает разные другие вещи. Вот. У этого персонажа, если не ошибаюсь, мы будем покупать персик потом. Ну, персимон. Это вроде не персик. Персимон, фрукт такой. Он нужен нам будет. Yeah, it's obviously from the crowd at home. You think, what? You were right there. How did you? And like just. Когда мы будем сражаться с обезьяной, Guardian Ape, защитная горилла, которая охраняет Лотус, нам нужно будет очень много бафов, и для этого нам нужен один из бафов под названием «Сладенький шарик риса». И его можно получить быстрее всего от нашего друга Кура, это наш лорд. Но чтобы он его нам дал, нам нужно выполнить квест. Поэтому потом мы будем делать этот квест. А он не обязательно. Ну, на хорошую концовку он обязательный, но для этой концовки нам этот квест не нужен. Нам нужен баф от этого шарика рисового. Он даже не пришел еще апать. А, вот он вернулся к боссу, которого он должен убивать. И сейчас у него он будет использовать Ичимонши. Это новая техника, новая. По крайней мере, он должен это делать. Да, вот этот удар. Вы можете посмотреть на полоску внизу нашего персонажа.
Oh. О, ошибся. Except В общем, that time. Okay. в начале... Короче, мы должен, после каждого удара мы уворачиваемся. We'll see if Mitch can get the setup back again. Okay, doing a double dodge there. Very Вот, nice little вот такой вот improvisation to get этап, that он set back всегда up. делает один удар, мы всегда уворачиваемся. Но иногда он делает задержку перед ударом, и поэтому раннер погиб. А потом он сделал дабл додж, потому что он предвидел. У него экстрасенсорные способности, поэтому он увернулся дважды. Вот задержка. Это нужно предполагать. Стопроцентная стратегия — это когда он делает один удар, ты просто уворачиваешься, удар, уворот, и так далее. Этот скилл очень сильно ломает стойку, поэтому мы его сейчас использовали. Oh, that's the name of the game. И... Ладно, неважно, потом расскажу. Так будет непонятно. Вот, он сейчас все собрал, то, что он должен был сделать. Или нет, еще не все. Мы сейчас получили бусы с этого босса. И, возможно, следующий босс, по идее, это тень. Ну, это ниндзя, у которого имя Тень. Вот я не уверен. Он вроде, он как бы обязательный, но как сейчас на него пойдет или нет. Там будет стратегия мертвого угла. Dead Angling. Dead Angling. Стратегия? Достаточно стабильная стратегия. Даже вслепую можно ее исполнить. Если кто-то захочет поиграть в эту игру или не играл, или, допустим, каких-то боссов не можете пройти, вот вы можете использовать стратегию. Возможно, против этого босса, вот да, сейчас будет тень. Это локация, в которой мы начали игру. Нам нужно приземлиться на него и сделать ему смертельный удар, бесплатный один, так как он нас не видит. И на второй заряд мы будем использовать стратегию мертвого угла. Мертвый угол, Dead Angling, стратегия, которая подразумевает использование слепых зон. Нам нужно подбежать к стене, подпрыгнуть, и босс должен упереться в стену. Мы смотрим 45 градусов от самой цели, вот вы можете увидеть. Он смотрит не на него, а чуть в сторону, и бьет в стену. И босс не блокирует. В этом стратегия. И если он повернется к нему лицом и продолжит бить, все удары босс будет блокировать. Все. Почему так работает игра, никто не знает. Но босс отказывается блокировать подобные вещи. Окей, скажу по-другому. Это не босс блокирует, а этот удар невозможно заблокировать. То есть, если брать Dark Souls 1 и взять режим PvP, там есть оружие коса. Когда ты косой машешь, там удары 180 градусов. И вот с краю, когда ты бьешь, или когда за спиной цель находится, и ты ее задеваешь, этот удар невозможно заблокировать. Это считается та же самая механика. И вы можете забить в поисковике Dead Angling, Dark Souls, и вы увидите, как работает. But we did get that $1,000 bag sitting on the floor there and picking up this idol. That money, I believe, is just going to be dumped into Spirit Emblems after he buys this persimmon, which he's finally going back for. Good job, Mitch. По идее, мы сейчас идем... Ну, следующая наша цель — это сразиться с Геночиро, человек, который отрезал нам руку. И показать ему, так сказать, что все, мы подкачались, мы готовы сразиться. Уже на равных. С гаджетами, там, с протезами. С бессмертием. В отличие от него. Мы как бы бессмертны. Вот, сейчас мы купили персимон, фрукт. На будущее. Сейчас мы не можем туда попасть, но он его купил. Сейчас он полностью заапгрейдит фляжку, ну как, на то количество семечек, которые у него есть. А сейчас он получил письмена для навыков. У него новое дерево скиллов.
Нет, сейчас. За третий протест он получил новое дерево скиллов. И за диалог он получил. Все эти дерева скиллов мы будем использовать. То есть какую-то, хотя бы одну способность, что-то. Мы будем качать пассивки на увеличение талисманов, ну, эмблемы, вот 15 справа в углу вы видите, чтобы их больше было, так как позже мы будем использовать красный меч, Crimson, такой красный, Crimson Blade, Mortal Blade он называется, копия Мурамасы, которая в истории была. И за использование этого меча мы тратим заряд, поэтому нам нужно много, а использовать мы будем меч часто. Скорее всего, с геймпада он играет, потому что играть в подобные игры с клавиатуры сложнее. Я точно не уверен. Ну, он на PC. У него нет видео, где он с инпутом играет, поэтому не могу сказать точно. Вот сейчас мы улучшаем способность. Мы использовали контратаку. Ой, улучшили. Эта контратака позволяет блокировать удары и очень сильно заряжать, ломать стойку врага. Вы увидите, как это работает, а анимация другая. Love to hear it, guys. Keep on bringing it in. Thank y'all so much. And right there, taking off the Ichimongi right there. Spike PG, кстати, сейчас комментирует, он на AGDQ тоже комментировал эту игру. R1, L1 right there potentially. Yeah, exactly. So if you have a combat art, the way you use that is by pressing block and attack at the same time. But if you don't have a combat art and you're just holding block, if you press attack, you actually эквипировал на будущее на квикслоты вещи. По идее, мы сейчас идем сражаться с Геночиро. Нам нужно подняться на самый верх в этом здании. Битва очень легкая. Вы увидите почему, потому что мертвый угол. Вот как есть игра «Мертвый космос», а есть стратегия «Мертвый угол». Мы встаем в угол и используем стратегию мертвого угла. Вот здесь наглядно уже лучше видно, как стратегия работает. Видите, он на 180 градусов как бы бьет. И поэтому нельзя этот удар заблокировать. Он как бы жмет блок, он жмет. И проклинает механику. Блин, я не могу заблокировать. Не могу. И второй раз. Точно то же самое. У босса будет вторая фаза. And then he also does a thrust attack every time you try to heal in this fight. So Mitch has 6 heals, plus 3 pellets, plus 2 persimmons, all of which trigger Genichiro to try and go for a thrust attack. And he is just going to Mikiri him, what is that, 12 times in a row? And it is going to be pretty much exactly enough to kill him. Oh my gosh, literally blind. Сейчас вы можете видеть то, что Геночиро стал таким вот более диким. Это потому, что он бессмертный. То есть он выпил воды, и мы сейчас узнали, что он проклят. Вот мы используем вот это новое парирование, которое мы изучили. Новый каунтер. Он ест хилки, чтобы затаймить. Потому что на слух это сложно сделать. То есть он контратакует и хавает хилку, чтобы четко знать, когда нажимать следующую контратаку. Только ради этого он использует лечение. И чуть-чуть немного побить, чтобы добить, сломать ему стойку. Вот. Такая вот битва. Это Геночиро, человек, который отрубил нам руку. Проклятый, потому что он выпил воды. На самом деле мы не можем его убить, и сейчас по сюжету игры он просто уйдет. Он спрыгнет. И чтобы его убить окончательно, нам нужен Mortal Blade. Это меч такой красный, который способен убивать бессмертных. Пока что мы даже не знаем, что он существует. Вот, у нас будет второе оружие. И это опциональный босс.
То есть нам не нужно будет больше с ним сражаться, но если хотим, допустим, там по сюжету узнать, то вот можно его найти. Для true концовки нам нужно обязательно с ним сражаться. And quick update on that, we are at, oh, we're $10 short. Give me one more donation. Roll over the number, please. There we go. То, что он ел вообще что-то, это не важно. Он может купить эти персики снова. Ему просто нужны были какие-то предметы, которые использовать, чтобы он тайминг отсчитывал на контратаку. Здесь Эмма. Сейчас мы узнали то, что Эмма служит нашему врагу. Отец вот этого чувачка, вот этого Кеничира, он на самом деле не хочет войны, он не хочет никого убивать. Он просто следит за нами. Поэтому он для нас сейчас не враг. Он нам расскажет про то, что есть меч, который способен убивать бессмертное. Убивать то, что невозможно убить. Он запутался, что делать. He needs to get in that door and down the stairs, and from there he'll be able to talk to NPCs very nicely. But и вот этот меч, который Mortal Blade, нам он нужен, чтобы пройти игру, потому что нам же будет сражаться с бессмертными. Персимон потом мы купим заново, так как нам нужен будет он для квеста. Возможно, он не будет его проходить, этот квест, но в рауте он его использовал, этот квест. К сожалению, последний босс, один из них, это Эмма. На самом деле положительный персонаж, но мы будем ее убивать. Она мастер меча. Помимо того, что она доктор, она еще и мастер меча. И не забываем то, что он играет слепую. Вот он вернулся сюда. Вот этот момент поворота, как вы видите, он вертится. Это позволяет ему чуть-чуть поменять угол, в котором смотрит персонаж. Когда мы поворачиваемся, наш персонаж поворачивается чуть-чуть вправо, чуть-чуть. Так можно по 10 градусов, наверное, примерно он поворачивается. Иначе мы можем делать повороты только на 90. Сейчас, скорее всего, он будет делать квест с Рисом, потому что он брал... Ну сейчас, если он будет брать Рис, ну потом, у девочки, если будет брать Рис, значит он будет делать этот квест. Ему сейчас нужно подождать, когда Кура подойдет туда, подождать и подбежать поговорить. Но он считает это. Потому что если с ним просто поговорить, мы потеряем время. Он должен дойти до определенной точки. Эмма на самом деле, она не хочет, чтобы мы убивали Кура, ну вот, лорда, которому мы служим. Поэтому она будет нашим врагом. Это позже, это позже. Absolutely. I've got a $500 donation here from Lori. As always, for my bestie Nat, who is going to kick cancer to the curb. И сейчас нам нужно поговорить с владыкой этих земель. Вот, это отец того чувака, которого мы убили. Ишинашина. Он является последним боссом. Он дал нам саке. Нам оно не нужно, но оно просто у нас есть. Для сюжета мы можем использовать саке на 3 людях, чтобы узнать часть лора. В игре 3 саке. И чтобы пройти полностью игру на хорошую концовку, с одним из персонажей нам нужно использовать его. Вот сейчас мы спросили про Mortal Blade у Ашина. Он сказал, где его можно получить. Ну, как сказал? Он сказал, что он есть, что он существует. Что этот меч существует вообще, что есть такой вот меч, который способен убивать бессмертных. Вот сейчас мы пойдем в локацию In the Sanctuary, внутреннее святилище. И там будет девочка, божественно
Ну, супер девушка, супер девочка. Вот. Для нас сейчас доступ туда закрыт, так как обезьянки, такие вот подлые обезьянки, они скрыли этот дворец полностью своими иллюзиями. А скрыли его, потому что они не хотят, чтобы кто-либо знал, что этот святилище вообще существует. Изначально они на благо пытались скрыть это святилище, потому что не хотели, чтобы девочка пострадала. Но позже, из-за того, что вирус гуляет по городу, по землям, их цель стала, чуть-чуть изменилась. Они просто заточили ее там и не дают ей возможности выйти из этого замка. Сейчас мы будем сражаться с рыцарем, это обязательный босс, так как он блокирует проход. Это отсылочка к Dark Souls, к первому. Нам нужно столкнуть его с краю. Отсылочка к железному голему. Мы не можем его убить, нанося урон его здоровью. Нам нужно застакать стойку, то есть пробить ему стойку и вытолкнуть его. То есть, когда у него стойка сломана, мы его толкаем. Нам нужно вытолкнуть его с моста. И он разблокирует нам путь дальше. Это обязательно битва. Девочка, которая будет в храме. Стойка пробита. Ему нужно быть возле края, чтобы столкнуть его. Представляете, как это делать слепую? Ему повезло, что он подошел к краю, то есть там могло быть все иначе. Ну и по крику он определяет то, что у него все получилось, и он ресетает позицию на Будду, на талисман, на статую. Вот эта девочка, которая в храме находится, она тоже усвоила дар. То есть вот эти вот люди, вот этот клан Ашина, они проводили эксперименты на детях, поили их водой, пробовали всякую дичь разную. Они хотели добиться того же эффекта, что и от крови божественной. И только единственный ребенок смог усвоить этот дар. Это вот эта девочка. И на хорошую концовку нам нужно будет объединить двух. Это нашего лорда, Кура, и ее в одном теле. Это на ту концовку. На плохую она нам просто скажет, что есть ритуал отделения, то есть она скажет нам, как уничтожить дар бессмертия у нашего лорда. И когда мы его уничтожим, все, кто имели дар бессмертия, станут смертными. Сам Кура сейчас хочет, чтобы он стал обычным человеком. И раз он так хочет, девочка нам скажет, как сделать это. Мы будем проводить ритуал отсоединения. Но все пойдет, конечно же, не так. Все пойдет плохо. По поводу воды, то, что вода проклятая. По сюжету игры мы это узнаем только если мы проходим эту концовку. Дракон, который прилетел в эти земли, он пустил свои корни в эти земли, то есть он испортил воду, землю испортил. Он находится очень далеко, до него невозможно добраться. Вот. Он является источником дара и тем же самым источником проклятия. Он белого цвета, наши пятна, вот пятна на голове у волка, тоже белого цвета. Это вот отсылочка к тому, что у нас дар его. На хорошую концовку нам нужно будет убить этого дракона. И есть домыслы, конечно, я не знаю почему, но у дракона отрублена левая рука, точно так же, как она отрублена у нашего персонажа. Лапа, получается, левая у него отрублена. Вот сейчас будет мини-игра, нам нужно победить всех обезьянок. Эти обезьянки, они создают иллюзию, вот этот туман. И тем самым они как бы вуалируют замок.
где находится девочка. Мы его сейчас не видим. Нам нужно убить всех обезьянок. У него строгий сетап. Он сейчас будет стоять. Я не знаю точно сетап, но он будет ждать и потом пойдет туда, где стоит обезьянка. Сейчас они передвигаются хаотично. То есть они бегают, бегают, бегают. И вслепую поймать их невозможно. Но путем бесконечных повторений он знает примерно, где они находятся. И используя колокольчик, он сейчас будет типа ресетать свою позицию и пойдет сейчас в другом направлении. И обезьянки тоже ресетают свои позиции. Так он их всех найдет. Если мы проходим any %, нормальный спидран, то там мы их на упреждение ловим, потому что они бегают. Ну, у них паттерн есть. Ты их ловишь, короче. Но из-за того, что быстро невозможно играть слепую, поэтому сетап другой. Ну, не сетап. Раут другой. Он медленнее. Тут нам нужно будет ударить в колокол. Так как он оглушает вот этот колокол. И мы сможем подойти, как настоящий ниндзя. You actually have to using the like base game mechanics that they give you is actually useful here. So I think that's pretty cool. У нашего лорда, у него тоже волосы седые. У девочки тоже будут пятна седые, тоже волосы. Это дар. Девочка хранит меч, вот этот Mortal Blade, который можно убивать бессмертно. И из-за того, что мы расскажем ей про то, что мы хотим помочь нашему другу, она расскажет, что вот при помощи этого меча можно убить все, что бессмертно. Вот тут последняя обезьянка наверху. Ему нужно быстро их ловить, когда он в поле зрения, иначе они убегают и все заново. По сюжету игры, ну как бы, Волк главный персонаж, то есть его, ну, никнейм у него Волк. Он был маленьким ребенком, когда клан Ашина, вот этот клан, против которого мы сейчас сражаемся в детстве, он убил всех его родителей, всех, всю деревню уничтожил, всех убил. И на поле боя, когда он был ребенком, его нашел ниндзя. У него никнейм Сова Аул. Он взял нас как приемного сына и обучил мастерству ниндзя. И не только он, там потом в воспоминаниях мы узнаем, что был еще один человек, Леди Бабочка. Это на ту концовку, если проходить, сюжет так, ну, раскрывается. Вот, и на самом деле мы узнаем то, что наш отец приемный убил нас во время битвы. Это в воспоминаниях можно будет узнать. То, что он нас убил. И в этот же момент Кура нам дал вторую жизнь. Он дал нам кровь, чтобы мы были бессмертны. Но удар был со спины, и мы не знаем, кто это произошел, пока мы не попадем в воспоминания нашего отца. Так можно будет только узнать, что он такой вот. Вот это вот внутреннее святилище, святилище. Мы получили Mortal Blade, вы можете видеть на спине у нас сейчас меч. Для использования этого меча нам нужны талисманы. Эмблемы такие бумажные. В правом нижнем углу видны. Счетчик. В конце игры Аул, то есть сова, скажет нам, что мы должны следовать зову, кодексу, короче. То есть в начале игры, когда он нас воспитывал, он сказал такую важную фразу, которая фигурирует в этой игре. Сначала твой отец, а потом лорд. Вот сейчас нам нужно... Мы получили скилл только что, ну, до этого, который позволяет использовать врага как марионетку. Нам нужно обязательно этого чувачка приручить, чтобы он покрутил этот рычаг, там воздушный змей. Он позволит нам сделать шорткат. Это на самом деле в нескольких местах можно сделать. Ну, как вот комментатор говорит, что эта штука называется Snake Skip.
Мы будем использовать вот этого воздушного змея, чтобы за него зацепиться при помощи протеза, ну, крюк-кошка, и пройти быстрее секцию. Только вот эти маленькие чувачки могут крутить рычаги, почему-то. Поэтому нам нужно сделать скилл марионет. Вот. Сейчас мы делаем огромный крюк, чтобы забраться высоко и зацепиться. Вот мы сейчас зацепились за воздушного змея. Чтобы попасть в логово змея, нормального змея, вот этого белого большого, это единственный способ, если я не ошибаюсь. Нам нужно будет сюда попадать, если мы идем на ту концовку. И также это короткий путь до того места, куда нам нужно попасть. То есть догадаться до этого нужно самому, что сюда попасть можно только так. То есть нам нужно обязательно скилл-марионетку на того чувачка использовать. Вот, я не договорил то, что отец сказал, типа сначала отец, а потом лорд. И в конце игры он нам скажет, что ты должен следовать зову, кодексу. Нам нужно убить всех, кто принадлежит клану Ашина, потому что они убили твою семью. Ты же хотел отомстить, это они. И тем самым он говорит, что мы должны убить Кура, лорду, которому мы служим, так как отец выше. Если мы выбираем убить Кура, это плохая концовка. Вот, тут нужно использовать яд. Вот, сейчас он спрыгнул, закоцался, и сейчас он спрыгнет еще раз, закоцается, и на третий прыжок мы умрем в воздухе при помощи яда. Нужно по таймингу это сделать. Он должен сейчас умереть в воздухе при помощи яда. Вот, и из-за того, что мы умерли от яда, а не от падения, мы можем воскреснуть на этой платформе. Если мы умрем от падения, мы воскреснем сверху. И это скип, который позволяет нам сократить путь. Поэтому нам нужен яд. В комментариях скажут, что там следующая секция ганфорт, то есть форт, где пушек много, и мы можем ее так скинуть, потому что она очень ужасна, особенно когда играешь вслепую. Yeah, Mitch had talked about this was a trick, and you talked about it a little bit right there. That even with sight, вот для этого нам нужен был яд, потому что он наносит нам урон. And sometimes you pull on the weirdest strats when you're in this completely different environment for what the challenge is. So unbelievable stuff from Mitch right here. Этот меч, который у нас на спине Mortal Blade, наносит очень много урона. Но он забирает заряды. И мы будем использовать на последнем боссе этот меч активно, так как это больше всего урона. Сейчас мы находимся в заброшенных... Это вроде бы шахты. Тут мы прыгаем, и нужно зацепиться вслепую. Это он на слух сделает. Ну, в принципе, он спамит просто. Он должен использовать квест с рисом, но концовка не длинная. Он рис будет брать только для того, чтобы получить красный рис. Потому что он баф дает. Ему нужен этот баф против гориллы, который лотус сохраняет. Сейчас будет Snake Eye. Это один из членов отряда, который поклоняется вот этому змею большому, длинному, которого мы видим в начале игры. Их очень много. И вот эти повязки на их теле, ну вы увидите, они все перебинтованные. Это причины того, что они привыкли к яду. Нам нужно обязательно зайти сзади, чтобы сделать дисплоу. Враг использует огнемет, и он очень четко стреляет. Нам нужно быть аккуратным. Мы будем использовать тактику мертвого угла. По крайней мере, должен. Он сделал усиление. Вот он использует Mortal Blade. Нет, он не будет мертвый угол использовать. Он наносит урон и просто пытается стойку сломать. Да, он не стал использовать. Ну,
В общем, это обязательный босс, потому что вот вы могли заметить, туман справа он попал. Как и в Dark Souls, пока мы босса не убьем, туман не попадает. Это обязательный босс. Есть еще второй. Как бы у него имя Snake Eye, типа змеиный глаз, а глаза два, как бы, да? Вот. Есть второй, на другой стороне стоит, но он как бы не обязательный. Этот босс обязательный, поэтому мы должны с ним сражаться. Вы не представляете, тоже с ним нужно сражаться, так как это нескипаемая локация. So it is a weird oddity that was introduced on patch 104. It was not originally in the game, but 104 and every patch afterwards has that weird quirk to it. So you can do that on current patch. Сейчас мы заходим в локацию, в туманную. Здесь мы будем сражаться с самым легким боссом этой игры. Он очень быстро погиб, поэтому можно даже подумать, что это и не босс, но это босс, и он обязательный. У босса имя Мисс Нобл, то есть благородный туман, допустим. Допустим, если на отечественное переводить. Суть босса такова, что вся локация в тумане, и он этот туман создает. И эмоции, которые ходят такие, они тоже созданы им. Пока мы не убьем этого босса, мы не можем пройти дальше. Они, комментаторы, очень радуются. And we are now over halfway to the Deltarune incentive. We are just a couple dollars shy of 255,000 on that. Половина доната. А почему такой донат был больше 500 тысяч? Комментаторы восторгались тем, что мы достигли отметки 2,5 миллиона, а потом начали восторгаться тем, что мы на половине Deltarune. Так не должно быть то, что сейчас происходит на экране. То есть следующий раунд Портал, я не помню, сколько времени Портал будет идти, но сроки очень сжатые. Как вы думаете, задонатят 250 тысяч за это время? Если задонатят, то я могу сказать, что я видел все в этой жизни. Потому что, ну, это большая сумма. Грубо говоря, это 10% от того, что сейчас, да, в призовом фонде. Ну, не призовой фонд. От отметки донатов сейчас. 10%. Это как бы много. Такое ощущение, будто один чел просто закинул. Так, ну, мы движемся по туману до домика, где находится Мисс Нобл. Вот эти призраки, они очень устойчивы к обычному урону. First off, we gotta get to Miss Noble, though, and we're actually gonna do a little, very minor skip here. Мы должны залезть наверх, чтобы сверху на него спрыгнуть. All the way around and maybe even fight a drunkard. Вот, можете слышать игру на флейте. Это он играет? Или она? Я не знаю. Очень забавно. Дизайн у босса. И это, его, ну, как бы, его дизайн, он также породил кучу мемов. По крайней мере, так пишут в интернете. Вот, это самый легкий босс, он обязательный. Вы увидите, почему он самый легкий, скоро. Идеально, идеально. Все. Без шансов, с первого раза, понимаете, с первого. Вот, спидранер абсолютно профессионально исполнил этот килл. Идеальный килл. Все хорошо. Продолжаем идти. Путь открыт. Вы видели скилл? Вы видели, как мощно? Какие пируэты? Это же нечто. Так только спидраны может, а он еще это вслепую сделал. Это просто нечто. Yep, we gotta make our way through Mibu Village first, which is just full of little enemies to avoid.
shouldn't be too troubling. Mitch can mostly stick to the rooftops to avoid most of it. But yeah, this is just another movement section. We could probably squeeze in some Так. donations. Ну и следующий босс у нас будет оскверненный монах. Corrupted Monk. Это первый дух, которого мы будем побеждать. Духи отличаются от обычных телесных объектов тем, что обычный урон, ну, они крепкие к обычному урону. И у нас будет такая штука, как конфетти. Баф, который позволяет усиленный урон наносить призракам. Ну, духом, призраком. Вот. И мы будем использовать. Пепел тоже здесь. Для этого мы собирали пепел всю игру. В Any Percent стратегия намного легче. Мы просто спамим ему пепел и прыгаем сзади. Так как когда он застаненный, он не знает, что рядом с ним кто-то находится. И мы сможем сделать им дисблоу. Но в этой... Вслепую это сложно сделать. Поэтому будем сражаться с ним. Да, коррупционный босс будет. Так подумать, множество слов в русском языке, они очень одинаковые, короче, в английском. Коррупт — это как коррупция, почти то же самое, только значение другое. Нам нужно обязательно сражаться с этим монахом, так как он даст нам возможность получить второй ингредиент для аромы. То есть нам нужно сейчас, наша задача сделать арому, то есть инсенс, для того, чтобы отделить бессмертие от нашего лорда, чтобы он стал обычным человеком. И это вот один из ингредиентов, это ракушка. Ну, также нам дадут дыхание под водой, то есть мы сможем под водой передвигаться, дышать. Вот, и вот в этой битве с монахом он будет использовать почти все время стан при помощи пепел, там еще разные вещи. Забавно, что как Спайдермен прицепился. Вот, мы взяли конфетти. Конфетти на минуточку дает урон не только по призракам, но и по обычным врагам. То есть мы взяли красный комок. Он позволяет нам не получать стагер. То есть мы не можем воскрешаться, когда мы его используем. То есть наши вот заряды воскрешения не работают. Но мы не получаем стагер. Стагер, то есть, когда нас бьют, у нас стака сбивается. Вот это стагер. Вот у нас нет этого эффекта. То есть мы unstoppable. Мы будем использовать просто, чтобы спамить удары и не думать ни о чем. Вот конфетти на минуточку дает урон. По обычным врагам тоже, просто по призракам он дает его больше. Yeah, so Divine Confetti increases your HP damage to anything. So any enemy where you want to kill them via HP instead of posture, it is very useful for. That said, we are actually fighting an apparition enemy, so it's sort of intended use on this next boss. Coming up to the Corrupted Monk, we're going to be able to pull off yet another Sunlock. Почему он собирает деньги? Ладно, не важно, но потом увидим, зачем. Сейчас он направляется к монаху. Весь путь. Потихонечку. Сейчас он будет устанавливать все шорткаты, так как нужно их много. Ему нужен пепел, ему горох нужен. И, возможно, ну, конфетти он еще установит, вроде. В общем, да, вот горох он установил. Горох тоже работает точно так же, как пепел, только он запрещает еще... Я не помню, что он точно запрещает. Короче, он сразу убивает иллюзий, если в них кидать. Запрещает иллюзии вызывать, вроде бы. Вот он использовал конфетти, такое приятное свечение. Розовое, фиолетовое. Вот. Он сейчас будет после каждого удара спамить стан, и как вы видите, он... Это женщина, если что. Вроде, ладно. Забудьте, что я сказал. Вот. Мы просто станем его и бьем.
А под конец нам нужно будет использовать фейерверк, так как у нас не хватит зарядов. То есть нам не обязательно набирать стойку полностью, если у нас достаточно урона хп, мы тоже можем сделать десблоу. У него хватило урона, значит, достаточно у него зарядов, которые он кидал. Сейчас он вслепую пытается найти святыню. Он вслепую это делает сейчас. Вот так вот выглядит спидран, когда ты не опираешься на шаги или на что-либо, а просто спамит кнопку экшена и примерно вот обрисовывает ситуацию, где он может быть. Все, нашел. Потому что если мы телепортнемся назад на скульптуру и пойдем от нее, там очень долго идти. Поэтому лучше вот так вот попытаться найти. Это быстрее будет. По сравнению с началом, как вот он погибал на быке, сейчас все очень хорошо идет. Вот сейчас мы возьмем ракушку. Это ингредиент для инсенс. И больше нам здесь нечего делать. Having the shelter stone there, that is the second of 3 items he needs to spawn the owl invasion in the game, which will lead to the final boss fight, or this ending. The last one he needs, he gets. Сейчас он будет, по идее, должен выполнять квест с Рисом. Квест с Рисом, то есть девочка божественная, Divine Child, она дарит нам рис просто так. Потому что мы попросили у нее рис, она нам дает его. Это еда. Работает точно так же, как и эти шарики, которые лечат. Пэлет. Нам нужно съесть несколько порций риса, чтобы она потом заболела. Но это никак не связано с тем, что мы рис едим. Просто она заболеет, потому что мы рис попросим. И по сюжету это такой квест. Она скажет, я заболела, и нам нужно принести персимон ей. Когда мы дадим ей персимон, она даст нам другой рис, который называется рис для кура, для нашего лорда. И мы должны будем принести его нашему другу. И он скажет, короче, он поблагодарит нас за это и даст нам шарики красные, рисовые. И вот эти шарики нам нужны, потому что они дают баф. Они точно так же, как и обычное лечение, только сильнее, они быстрее восстанавливают хп. Это как бы реген. Это самый сильный реген в игре. Баф на реген. Против защитника, против гориллы нам нужно будет обязательно вот такой реген, потому что мы будем там танковать. Он проходит игру вслепую, а проходит потому, что он хорошую память имеет. Он абсолютно все запомнил. Он сейчас увеличил количество переносимых талисманов. Да, реген стойки и реген хп. И вот на горилле максимальное количество бафов будет. Он будет использовать супер ака, конфетти. Они вместе синергируют хорошо. Он будет использовать красный рис. У тебя будет горилла. Я не уверен по поводу риса. Второй, обычный рис работает с красным или нет. Сейчас посмотрим. На второй фазе он будет использовать. То есть это Guardian Ape, обязательный босс. Он бессмертный. Первая фаза мы будем использовать тактику мертвого угла. Ну, то есть не совсем.
Мы делаем несколько ударов и чуть-чуть в сторону отходим. Вот вы можете заметить, он сейчас делает паузу и чуть-чуть отойдет в сторону. Тем самым он тайминг выжидает, чтобы застаночить босса. Там строгий тайминг. Это не стратегия мертвого угла, но примерно похожая, потому что первые несколько ударов он делает, которые нельзя заблокировать. Вот это как бы первая фаза. Это обезьяна, она бессмертна, так как она воды попила из реки. Вот, мы отрубили ей голову. Вот, допустим, ты первый раз играешь в игру, ты такой думаешь, о, ну неплохо, я победил босса. Как бы все, успокоился, все, думаешь, все, конец. А на самом деле нет. Вот он сейчас себя бафает. И босс встает. И он сейчас очень жесткий. Стратегия, которая работала, не работает. Он еще использовал травку, которая реген, сопротивление ужасу дает, террору. Потому что обезьяна кричит и насылает на страх. Просто синяя можете видеть. У нас сейчас очень много бафов на реген, на урон. Мы используем Mortal Blade, так как это наносит больше всего урона. Плохо, с первого раза. Этот босс не всегда легкий, то есть, ну, чаще всего с второго раза его убивать надо. И вы могли заметить многоножку, которую он вытащил из его шеи. Это на самом деле вирус, который в телах находится. Всех, кто проклят, кто воды попил. Все, кто попил воды, в их телах находится вот такая вот штуковина. Я когда такое увидел, я подумал, фу, какая мерзость. Чтобы на самом деле победить, нужно уничтожить вот это вот многоножку. Она управляет телом. Позже мы встретимся снова с этой обезьяной. Она на самом деле не умерла. Она как бы исчезла, и можно подумать, что она умерла, но нет. Чтобы полностью убить бессмертного, нужно уничтожить многоножку. Вот это следующий ингредиент, который нам нужен. Все, теперь у нас есть все ингредиенты для того, чтобы пойти к последнему боссу. Но сейчас он должен сходить еще к обезьяне, вот к этой горилле, чтобы забрать у него 2 бусинки, чтобы забафать свое хп. Ну, на рауте он так делал, тут я не знаю. Память, да, память в основном, звуки. Нужно в этой воде плавать, так сказать, чтобы понять, насколько это сложно. А вот так вот визуально, это то же самое, что посмотреть на каких-нибудь, ну, вот цирк есть экстремальный, там, где они на большой высоте прыгают. И можно подумать, как они это делают. А они там миллион лет отрабатывают одни и те же вещи. Они там вслепую друг друга кидают и ловят. То есть, со стороны это выглядит, возможно, нереально, но если ты постоянно в этой среде, ты уже можешь проще понять, насколько это сложно. Вот. И он много лет практикует слепой спидран. На минутку могу вот такой факт рассказать, что когда человек, ну, вот если, допустим, человек слепой, да, он использует слух, это, ну, его, короче, если у него какое-то, что-то плохо развито, допустим, зрение, все остальные вещи у него сильнее напрягаются, и тем самым тренируешься. Вот то, что он сейчас слепую играет, он тренирует слух, и у него очень сильно слух развит. То есть, допустим, для музыкантов очень хорошая практика тренироваться запоминанию нот вот таким вот образом, закрытыми глазами. Так ты намного быстрее ноты запомнишь. Вот это вторая встреча с обезьяной. Из-за того, что мы заделали прыжок, она чуть-чуть дольше смотрела на нас, как бы, без головы. Поэтому мы очень быстро делаем первый десблоу. И сейчас он позовет своего друга, подругу, точнее, по сюжету игры это самка, которая сейчас придет. И мы используем максимальный урон. Mortal Blade. Вот он сейчас опять достает многоножку. И как бы сейчас можно будет увидеть, почему обезьяна не умирает.
Но мы не будем делать добивание, так как нам это не нужно. Мы получили свои 2 бусы, которые нам нужны. Там была вторая горилла, которую можно даже не заметить, потому что урона очень много. По сюжету игры обезьяна была горилла. Как бы у них была семья. И самка умерла, так как она была смертной, а он нет, потому что он был бессмертный. И в пещере мы можем найти скелет его самки. Из-за того, что он... Вот этот цветок лотос, он привлекает самок, и он по запаху это чувствует. Он его оберегал, этот цветок. И тут как бы игра она такая, абстрактная, соответственно, вот эта горилла вторая, это самка, но на самом деле ее нет, это призрак. И ему кажется, что она настоящая. Поэтому, когда мы ее убиваем, она просто исчезает. Потому что ее нет на самом деле. Ну, это вот так вот. Он ее ждал, и как бы он ее встретил. Но на самом деле ее нет. Это просто его как бы сильное желание, и материализовалось с такого духа. Короче, это просто теория, потому что на самом деле это нигде в лоре не прописано. Я вот гуглил, вот только такую информацию нашел. Вот. И по сути, сейчас у нас есть абсолютно все, чтобы победить последнего босса. Последних 2 боссов. Мы сейчас идем на самый верх. Мы будем сражаться в том же самом месте, где мы победили Геничира, человека, который отрубил нам руку. Да, у гориллы были положительные мотивы. Ну вот как у волка, допустим, который защищает свою семью. Если охотник, допустим, там рядом, да? Это просто животное, и у него инстинкты. Все. Да, самок не было, потому что все погибли. Поэтому его сильное желание вот материализовалось вот в такого призрака. Ну, как тот коричневый. Вот, сейчас он идет по сюжету, короче. Я не заметил, чтобы он квест рейсом выполнил. Но, возможно, это будет позже. А, нет. Ему уже не нужен рис. Он победил гориллу без использования красных шариков. Unbelievable. Cool to see. Thank you very much, Toby Fox. You make cool games. Thank you so much. Hopefully we get to show one of them off here in just a little bit. Shay would love to show off their skills. Take down some Delta Rune. Он теряет позицию, потому что в воде не совсем легко понять, куда двигаешься. Так как там другое движение. Он на интервью рассказывал про то, что там очень сложно ориентироваться. Там нельзя чаржиться. Вот так вот. I enjoyed Sekiro, but never got past Genichiro with vision. Speedrunners are skilled, intelligent beings. Blindfolded speedrunners. Он потом еще улучшит свое здоровье, чтобы когда он супер акку использовал на последнем боссе, у него не было ваншотов. Ape with Screaming Centipede sent in $5. That's a name right there. That's rent-free in my brain. Sent in $5. A haiku. Mitch is blindfolded. Sekiro is very hard. Just take my Ему сложно, да, потому что он ничего не видит. Правильно в чате замечаете, что он в тупую играет. Так и есть. Геничиро пытался получить бессмертие, но он получил только проклятие. Он потерял человечность, поэтому от его сущности не осталось ничего. Сейчас мы будем подниматься на самый верх. Там же будет последняя битва. Там мы встретим нашего отца, приемного. Ау, его зовут Сова. И он нам скажет: ты должен помочь мне и уничтожить главу клана, потому что отец важнее, чем лорд, чем Кура, чем наш друг. И у нас будет выбор. И мы выберем следовать долгу, следовать
за нашим отцом. Если мы выберем сразиться, ну, типа, отказаться, то мы будем драться с отцом, а это уже другая концовка. Но она долго, поэтому мы будем сражаться с лордом. Ну, то есть, по плохой концовке пойдем, и в конце должны будем убить нашего друга Кура. Но до того, как мы его убьем, произойдет что-то. Но если он не скипнет кат-сцену, в конце у него много времени, то посмотрим, что же будет, что же произойдет. Вот тут сейчас надо будет... Вот тут, короче, легко залезть. Первый босс — это Эмма, это медик, который нам помогал всю игру. Всю игру он только и делал, что нам помогал. И мы ее будем убивать. Это очень грустно. Очень. Вот это аул, так вот он выглядит. Бродячий шиноби. Это легендарный шиноби, который не был побежден. Сейкера не знает, что он его убил когда-то. Поэтому он следует сейчас его указам. Вот это Эмма. Мы делаем блок и используем двойной чимонджи, мы прокачали его. Только поэтому он работает дважды. Мы используем двойной чимонджи и блокируем, используя супер парирование, либо обычно. Она иногда делает непредсказуемые вещи, но сейчас все стабильно. Когда играешь в игру, общаешься с ней, ты привязываешься к персонажу, потому что она очень сильно помогает. И вот эта сцена должна вызывать очень грустные эмоции. Потому что знакомство с персонажем очень глубоко происходит на протяжении игры. Сейчас второй босс — это Ишин Ашина, глава этих земель. Мы против него сражаемся, потому что он хочет защитить Кура. Мы используем весь арсенал, весь наш дэмэдж. По сути, мы здесь просто должны спамить Mortal Blade, Crimson Blade. Ну, Mortal Blade. У нас конфетти и суперака, поэтому у нас ХП маленькая. И это последний босс. И время сейчас его очень близко к его лучшему времени. Несмотря на фейлы, которые он делал в начале. То есть, если бы не было фейлов, это мог быть personal best. Ну, этой категории нет на speedrun.com, поэтому personal best. А так, это world record. Все. Вот такой вот спидран, ровно на 2 часа. Ну, к сожалению, скипнул катсцену. В общем, когда мы убиваем этого босса, мы подходим к Кура, Кура на нас смотрит и говорит: зачем ты это сделал? И нами овладевает Шура, то есть демон, который овладевает одержимыми живыми существами. Из-за того, что мы совершили предательство, из-за того, что мы пошли против своей воли, против своего лорда, не поступили плохо, мы убиваем всех. Он, Секиро, одержимый Шурой, убивает своего отца, убивает Кура, убивает всех. Такая плохая концовка. И, по сути, он как бы теряет себя, потому что Шура — это уже не человек. Как вам, Ран? Интересно было смотреть? Хотя бы смотреть. Может, что-то понятно было даже. Начало, конечно, было ужасно, но это был бы personal best, если бы не ужасное начало. I'm really happy with that. That's lower than what the world record was when I submitted this to GDQ. So
very, very happy with it. Он совершил очень жесткую вещь, потому что это Sekiro, это очень популярная игра. И пока что на ГДК не было блайндранов по этой игре. То есть, вот он первый проходец. Возможно, появится категория, может быть, будут конкуренты. Ну, ранее, может, это будет. И, возможно, когда-нибудь мы увидим оптимизированный раунд. То есть, он полностью построил раунд. То есть, конечно же, за такие короткие сроки построив раунд, нельзя сказать, что он идеальный. Можно там, спустя время еще довести его до оптимизации. Но оптимизация, то есть, долго может проходить. Может быть, даже скипы будут делать. ВК, например, которые нереально почти сделать слепую. Если будет категория, если люди будут ранить. Сейчас придет комментатор следующий, и, возможно, проснется модератор. Вернут вам ваши пузырьки. Ну и название игры «Тени умирают дважды», потому что тень — это как бы мертвый. Мертвый, там тень, вот это все. Умирает дважды, потому что нельзя умереть, только меч убивает. Такое вот скрытое название. Второй раз можно умереть только от меча. On the stream somewhere right now. Go follow this man. He is the most wholesome member of the Sekiro speedrun community. I love his stream. He is the best. Из-за того, что игра закончилась намного раньше, интересно, что же сейчас будет, так как у нас окно в 45 минут.